Я родился в городе Ростов-на-Дону, на окраине города, на западном микрорайоне. У меня достаточно теплые воспоминания о детстве. Помню, такой момент был классный, канун Нового года, и я был маленький, мне было лет 5, но это я помню, вот как будто бы это было вчера. Снежная зима достаточно такая, не похожа на ростовские зимы. Отец куда-то уходит, там, в 8 часов вечера, и уже как бы канун Нового года, дело ближе к половине 12-го. Приходит папа весь в снегу, мокрый, и, в общем, прячет за спину подарок. Я уже тогда понимал, что, Дед Мороз — это все как бы выдумки, да, сказки детские. И вот он прятал модельку Fiat Punto, которую я так хотел. Это очень круто было, это максимально теплые воспоминания. Родители меня не боялись отпускать, когда я там был в возрасте 6-7 лет. Я гулял, да, курьезные ситуации были, было их много. Вообще помню, даже я как-то пошел гулять с одним пацаном с нашего района. Он прибегает в попыхах с просьбой. Там один из старших ребят со двора, очень такой отбитый достаточно персонаж был, с очень странным прозвищем. Попросил, в общем, его купить продукты и принести ему домой, так как он был старше, там все дела. Вот, и я этого парня никогда в жизни не видел, знал, что просто он существует, знал, что он персонаж, весьма негативный. Вот, но я думаю, ладно, поддержу друга. И мы подходим к его дому. Это было лето, окна нараспашку. У него играла какая-то музыка в стиле Рамштайн. И он просто сидит в раме в оконной и ставится по вене. Тот парень, который попросил сходить с ним вместе за продуктами, просто отдал ему продукты и вскоре очень быстрым шагом ушел. А я, как вкопанный, стал стоять и смотреть на это все. То есть, в школе нас как бы учили, что там это плохо, и тут я это все вижу наживую, и это на самом деле очень жуткое зрелище было. В моих каких-то творческих порывах меня поддерживала бабушка. Она в свое время тоже хотела занять нишу в творческой деятельности, стать либо дизайнером, либо художником. Я уже точно, честно говоря, не помню. Но она поддерживала меня всячески, вплоть до поступления в университет, и сейчас она меня поддерживает во всех моих идеях, затеях. Ей не позволили родители поступить, в Советский Союз. Считали, что творческие профессии не приносили финансовой какой-то выгоды. Вот, и бабуля решила дать мне зеленый свет. В первый класс я пошел в весьма элитную школу по ростовским меркам. Это была гимназия с английским уклоном, и продержался я там до 3 класса. Один из моих одноклассников принес в школу, электрошокер отца, как я понял, там, полицейским вроде был. И, естественно, я как бы ребенок, мне интересно вообще, что это там, предмет издает искры, классно. И я случайно долбанул свою одноклассницу. Я уже, честно, не помню, случайно я это сделал или просто из-за того, что мне было интересно. Вот, и в общем, моим родителям предложили оставить меня на 2-й год. Родители, естественно, отказались, и отец перевел меня в другую школу. Как бы граффити я не бросал, но был такой моментик, когда я на год как бы выпал из строя, потому что мне нужно было закрывать долги в моем институте. Это было на 3-м курсе, у меня было 12 долгов, я перешел с 3-го на 4-й курс. Наверное, вот эта вот нагрузка на закрытие своих долгов сыграла очень важную роль, и я начал рисовать геометрические какие-то формы, очень много уже на подсознательном, скорее всего, уровне. Я начал все это как-то синтезировать в шрифтах, даже там в тех же самых персонажах. Да, я много посвятил себя архитектуре. Я отучился 7 лет, я магистр.
Да, я продолжаю работать, делать какие-то конкурсные проекты в архитектуре. Иногда даже в дизайн залазю, хотя понимаешь, что это как бы совсем меня не касается. В ближайшее время, да, в ближайшем будущем, так сказать, каких-то веток развития в архитектуре у нас в стране нет, потому что все это душится, малый бизнес на этапах зарождения еще покрывается какими-то сумасшедшими налогами, вычетами и прочим. Вот. Ну и, естественно, вот этот вот менталитет, что нужно делать больше золота, нужно делать больше мрамора. Люди не особо хотят там вникать в современную архитектуру, да, и в современное искусство. Они лучше приобретут там какую-нибудь работу с пейзажиком, да, или там перерисовка Айвазовского того же самого, нежели какую-то прикольную там абстрактную работу современного художника. Государство я современное не переношу, я его никак вообще не воспринимаю. У меня на этот вопрос достаточно такой простой ответ. Государство нам ничего не дает, а только забирает. Так почему мы должны ему что-то давать? Родину свою люблю. Вот если брать тему именно государства и родина, и разделить эти две вещи, которые очень схожи, да. Родину я свою очень сильно люблю. Я люблю русских людей, русские города, русскую культуру. Да все я русское люблю, но те ребятки, которые сейчас в правительстве сидят, они у меня никогда доверия не вызывали. Мы для них обычные крепостные крестьяне, рабы. Все как и было при царской России, так и осталось. Мой отец на эту тему говорит очень просто. В России не было никогда президента, не было и не будет. Всегда был и будет царь. Сам я не служил, я от армии откосил. Говорю честно и открыто, потому что я не вижу смысла идти туда. Это проеб года жизни. Военный билет я не покупал, я сделал его по болезни, причем пришел обследоваться по одной болезни, то есть по аллергии, а выписали мне вообще там, по-моему, эмфизема, что-то левого легкого или что-то такое. Ну, в общем, из-за того, что я с краской имею дела. Как можно в современном мире заставить человека идти служить? Вот я не понимаю, вот то, что сейчас призывают на 1 год, да, у нас в стране. Блин, может этот человек талантливый, он за этот год может там достигнуть каких-то высот в той же самой науке, в том же самом творчестве. А у него просто государство отнимает эту возможность. Нормальное демократическое государство должно отменять армию. У меня постоянно меняется настроение. За день оно может поменяться раз 5, наверное, 6. Лобильность так называемая. Когда ты идешь, и у тебя происходят резкие смены настроения, какие-то приступы меланхолии. А так, чтобы какие-то депрессивные состояния. Ну, 1 раз в жизни было, да, на год на меня напала меланхолия. А так, в целом, я добрый человек и ищу только позитивные какие-то ноты. У меня очень много настоящих друзей. Друг, в моем понимании, это человек, который тебя реально, вот как Высоцкий поет, не оставит в беде. И мои друзья, я в них уверен на все 100%. Да, друзей очень много, причем по всем временным промежуткам моей жизни они только копятся. То есть друзья, с которыми я общаюсь там с 1 класса, есть друзья, с которыми я общаюсь со школы, с улицы, то есть с которыми мы не учились. И со всеми реально сейчас продолжаем общаться. Кто-то там в другом городе, кто-то в Ростове, кого-то уже, к сожалению, нет с нами. Но реально всех помню, со всеми точно так же общаюсь, поддерживаю. Меня не покидают мысли, на самом деле, о переезде в какую-либо другую страну. Я не хочу переезжать в другой город в России, потому что, Ростов меня устраивает.
Как будет материальная возможность, я бы поехал, попутешествовал, конечно, посмотрел страны. Очень хотелось бы побывать в Южной Америке. Мне кажется, по родине я все равно тосковать буду. Ну, иногда нужно идти на какие-то жертвы ради будущего.